Всем привет! Сегодня мы познакомимся с 4 волшебными китайскими точками, которые точно облегчат вашу боль в плече. В последнее время я все больше и больше исследую китайскую медицину. И чем больше я в нее погружаюсь, тем больше я понимаю, что она очень хорошо увязывается с мануальной терапией, реабилитацией европейских и американских образцов. Очень многие точки воздействия совпадают. И сейчас мы с вами познакомимся с китайской схемой терапии плечевого сустава, которая была разработана под иглонож. Это такой инструмент типа китайской иглы, но с немного другой заточкой для локальной работы по месту боли. В условиях клиники мы часто используем ударно-волновую терапию по этим точкам, иногда иголки, иногда иглоножи, но в домашних условиях вы можете попробовать разработать эти точки при помощи массажера или специального миофасциального мячика, ну или на худой конец теннисного мяча. Поехали! Всего нам интересно 4 точки. 2 точки будут работать на переднее-заднее движение в плече и 2 точки на боковое движение в плече. Посмотрите, в каком движении у вас возникает боль и дискомфорт. Попробуйте достать локтем до уха и прямой рукой совершить боковой подъем. Если в этом движении у вас есть боль или нарушение амплитуды движения, то вам нужно проверить следующие 2 точки. Первая точка находится в верхней трети дельтовидной мышцы прямо посередине. Попробуйте глубоко пропальпировать ее пальцем, и вы сразу найдете достаточно острую болезненность, если точка активна. Вторая точка находится в месте крепления дельтовидной мышцы. Просто проведите по ней рукой, и где вы почувствуете, что округлость мышцы закончилась, надавите и почувствуйте выраженное болезненное ощущение, если точка активна. Следующие 2 точки работают на переднее-заднее движение. Попробуйте поднять руку до конца вверх-вперед и отвести ее назад. Если где-то на амплитуде этого движения у вас есть боль или ограничение движения, найдите эти 2 точки. Для того, чтобы найти первую точку, сначала нащупайте головку плеча. Это такая округлость здесь. Дальше поставьте 3 пальчика и соскользните по головке примерно по ее центру, ближе к подмышечной впадине. Дальше попробуйте немного пропальпировать эту зону, и вы найдете точку максимальной болезненности. Она будет достаточно плотная, и под ней вы можете нащупать кость. Если посмотреть это на скелете, то точка будет находиться вот здесь. Фактически находим головку, соскальзываем, и вот здесь, примерно где у нас металлоконструкция, вы почувствуете точку болезненности. Третья точка находится очень глубоко и нащупывается сложнее всех. Дело в том, что она находится не на дельтовидной мышце, а как бы под ней. Это примерно область выхода нерва. И чаще всего болезненность идет от того, что мышцы, которые окружают выход нерва, слишком зажаты. И нам необходимо будет их размассировать. Для того, чтобы найти эту точку, необходимо также нащупать головку плеча, соскользнуть с нее примерно по ее центру назад и очень глубоко продавить пальцем. Эту точку придется немножко подольше поискать. Но если она активная, то вы тоже найдете острую болезненность в ее проекции. Еще раз посмотрите, как она будет располагаться под дельтовидной мышцей. Примерно такая вот зона болезненности. Для того, чтобы найти ее на себе, можно взять массажный мячик, подойти к стене, приложить ее примерно в этой проекции и попробовать понадавливать, немножечко поискать проекцию этой боли. А сейчас я покажу, как эти точки можно размассировать в домашних условиях. Сейчас я покажу вам, как найти и проработать эти точки при помощи массажера. Первая точка, которая отвечает за подъем руки вперед. Для того, чтобы ее найти, повторяю, находим головку плеча, уходим вперед, и она находится как бы немножко в углублении. Попробуйте пройти подальше и поискать ее. Обычно, если она активная, то пациент сразу скажет вам, что она болезненная. Вторая точка, отвечающая за эту же плоскость движения, будет лежать тоже на скате дельтовидной мышцы и очень глубоко, примерно в этой области. 2 точки, отвечающие за
боль при отведении руки будет находиться по боковой части руки. Для того, чтобы найти первую точку, отмеряем 1/3 дельтовидной мышцы, прямо посередине и уходим очень глубоко. Поищите болезненность. Если она активна, то пациент точно скажет вам, где она располагается. И последняя точка находится в сухожильном креплении. То есть уходим вниз до ската мышцы и прямо посередине ищем болевую точечку. Вот такая китайская схема лечения плеча. Для массажа используем высокую частоту и желательно массажеры с высокой амплитудой хода поршня массажера. Устанавливайте на болевую точку и промассируйте не менее 1,5 минут. При этом не нужно уходить в другие зоны, смещать. Лучше немного глубже надавить на массажер и просто подождать размягчения тканей. В области передней точки можно сильно не нажимать на массажер, она более поверхностная, чем точка на задней дельте. И также прорабатываем ее около 1,5 минут. Далее переходим к оставшимся 2 точкам, которые отвечают за боковой подъем руки. После отработки этих точек болезненность при повторной пальпации должна стать значимо меньше, а ваша боль при движении рукой либо полностью пройти, либо сильно уменьшится. Если вы используете массажер для проработки точек, то делайте такой массаж 1 раз в день, где-то в течение недели. Если же эти точки до конца не проходят, то можно использовать более интенсивное воздействие, такие как ударно-волновая терапия, а также иглонож. Лучше прорабатывать точки при помощи массажера, но если у вас есть под рукой теннисный мячик, то можете размассировать и им. Единственное, не давите слишком сильно на эти точки. Лучше совершать именно движение, для того, чтобы мягко размассировать и дать приток крови. Для поиска точек, которые работают на отведение, поставьте мячик на стену, отмерьте примерно 3 дельтовидные мышцы, положите руку вдоль тела и сильно надавите на мячик. Попробуйте найти эту позицию. И когда найдете болевую точку, совершайте небольшие круговые движения, так чтобы мячик практически оставался на месте. В основном менялся лишь вектор давления. Переходите на следующую точку. И также очень мягкими движениями, не создавая сильного давления, прорабатывайте точку 1,5-2 минуты. Самая сложная для поиска точка находится сзади. Попробуйте установить мячик на заднюю поверхность дельтовидной мышцы за плечевой костью и найти самую болезненную точечку. Вот она у меня здесь. Также легкими круговыми движениями, не создавая сильного давления, проработайте ее в течение 1,5-2 минут. Для проработки передней точки движения можно поставить мячик и прокатать его рукой. Здесь не нужно сильного давления, нужно точно попасть и, совершая мягкие массажные движения, также проработать эту точку. После этого почувствуйте хороший прилив крови к плечевому суставу, облегчение движения и уменьшение болевых ощущений. Лечите свои плечи, чтобы они были здоровые и сильные. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!